Как отличить русских от других славян или россиян? Русский народ самый многочисленный из славянских. При этом регулярно возникает вопрос: а что такое русский народ, как он выглядит и чем отличается от прочих? Одни считают русских эталонными представителями европеоидной расы, на другом полюсе те, кто считает, что русские крайне смешанный, полуазиатский народ, имеющий мало общего с европейцами внешне. Так, кто такие русские? Полумонголы из азиатских степей, присвоившие себе европейское название, или же белокурые истинные арийцы, великий народ с тысячелетней историей? Или обе версии жуткий бред и преувеличение? Следует разобраться с самим сложным понятием «русский». Если мы возьмем данные переписей населения в царской России, то доля великороссов, которые тогда считались русскими, редко превышала лишь половину населения, а сейчас русскими себя называют подавляющее большинство граждан страны. Явно, внутри самоопределения «русский» находятся иные народы России, которые записаны в русский этнос. И вот тут кроется главная сложность. Русские, как имперский народ, испытывали постоянный приток генов извне по мере включения в орбиту влияния новых земель. Когда мы покоряем, нас покоряют, согласно римской поговорке, в полной мере применимо к России. Но с одним нюансом. Интенсивное смешение шло на периферии русских владений, даже если потом они оказывались в середине царства. Так казанские татары оказались азиатским анклавом внутри преимущественно славянских земель, а ранее земли современной Москвы, Рязани, Владимира были населены преимущественно финнами и балтами, ассимилированными славянами. То же было в Поволжье, Сибири, на севере России. Поэтому география заселения должна приниматься с учетом границ русских царств по мере расширения. Второй участок смешения – элита общества. Династические браки, система заложников, а затем политика открытых дверей Московского царства к инородческим желающим стать подданными привела к тому, что в дворянской среде русские были довольно редким типом среди океанопольско-литовских, татарских, кавказских, немецких выходцев. В итоге искать настоящих русских необходимо среди низших классов, но в регионах с более-менее стабильной славянской массой населения за последние тысячи лет. Но и здесь все довольно сложно. Дело в том, что ранее славяне, русичи времен Ивана Грозного и современные русские народы близкие, но далеко не один и тот же, с преемственностью признаков. Кого же взять за основу и базис русского населения? Самый простой путь – взять национальный образ героя из сказок и былин и на их основе вывести типичную внешность русского человека. Что же, мы получим ясноглазого, русоволосого богатыря или девушку с косой до пояса, опять же довольно светлую по цвету кожи и волос. Действительно, русские за основу внешнего самоопределения берут светловолосые и светлоглазые типажи внешности, рассматривая прочее, как уже явно не русские. В некотором смысле это достоверно. Цвет глаз русских в сравнении со средними значениями: по Европе 45% светлых глаз у русских и 35% в среднем среди европейцев, 5% темных глаз у русских и 45% в среднем среди европейцев. У 93% русских светлые или смешанные глаза. Но при этом антропологи давно выяснили, что ряд славянских племен, например, поляне, имели скорее средиземноморскую внешность: темные волосы и глаза, удлиненная фигура и форма головы. Не говоря уже о современных южных славянах. Как же так вышло? Почему ранние славяне выглядели менее славянскими, чем позднее? Увеличение процента светлых волос и глаз у славян было вызвано активным смешением с угро-финским и балтским населением современной России, где число светлопигментированных типов было не просто высоким, а даже более частым, чем у славян. Антрополог Алексеев. Происхождение народов Восточной Европы. Очевидно, роль финского субстрата нельзя отрицать,
Полностью он сыграл заметную роль в формировании антропологических особенностей средневекового восточнославянского, но в то же время нельзя считать его и основным компонентом в сложении русской народности. На протяжении второго тысячелетия он почти полностью растворился. Что касается цвета волос, то здесь также есть сложная конструкция. Собственно, белокурые волосы относительно редки, доминируют смешанные, чаще всего русые оттенки. Но здесь будет сложно сравнить с ранними славянами, так как нет данных об их цвете волос археологически. По описаниям, русы находились между темноволосыми греками и белокурыми франками, то есть примерно тот же русый оттенок. Как же менялись условные русские на протяжении веков? Ранние славяне, из круга которых вышли русские, характеризовались существенным разнообразием внешности. Мы можем составить несколько типов, которые можно соотнести со славянами. Это массивный североевропейский, светлопигментированный тип, восходящий к индоевропейским культурам бронзового века. Он до степени смешения близок к балтским, финским и восточно-германским популяциям, распространен на севере и северо-востоке русских земель. Астеничный североевропейский, светлопигментированный тип, условный нордит и его подвид, восточный нордит, также близок к германской и балтской части индоевропейских форм, но занимает ровно промежуточное положение между более массивными вариациями этого же типа у германцев и более грацильными у балтов. Южноевропейский, темно-пигментированный тип, близкий к современным южным славянам, имеет неясную природу, либо как исходный тип настоящих ранних славян, либо как ассимилированных славянами потомков скифов или фракийцев и даков. Со временем его доля сильно снизилась у западных и восточных славян, а на юге смешалась с динороидными формами Балкан. Накопление новых антропологических материалов историка и археолога не дерли пересмотреть свой взгляд на облик славян. Нахождение в славянских погребениях брахикранных черепов с остатками темных и черных волос, преобладание среди южных и некоторых групп западных славян брахикефалии и темной пигментации привели его к мысли о том, что прославяне не отличались ни чистотой расы, ни единством физического типа. Их прародина была на стыке североевропейской долихокефальной светловолосой расы и среднеевропейской брахикефальной темноволосой расы. Большое место в сложении физического облика славян Нидерли отводил процессам смешения. Таким образом, ранние славяне – это преимущественно светловолосые и светлоглазые люди с большой шириной лица, как характерной особенностью, которая едва ли не единственная отличающая их от германцев и балтов того же периода. Кроме того, значителен и темноволосый, и широкоголовый компонент неясного происхождения. В дальнейшем население Киевской Руси, а затем и Московского царства, ставшего местом зарождения собственно русского народа, прошло процесс денордизации, как назвала его антрополог Шведецкий. А проще говоря, резкого уменьшения доли населения с признаками североевропейского астенического типа, узколицых, узкоголовых, светло-пигментированных, высокорослых. Вместо него на доминирующие позиции вышли смешанные типы, а также более характерные для финского населения – широкоголовые, массивные блондины среднего роста с широким и коротким носом, квадратной формой лица. Причины – миграции населения, ассимиляция аборигенов северо-востока Европы, истребление населения городов в ходе набегов и замещение его выходцами из окраин, где выше доля бывшего финского субстрата. Новгородцы эпохи независимости – высокорослые люди с длинным черепом, высоким узким лицом и выступающим носом. Нос встречается как прямой, так и с горбинкой. Население округи было совсем другое, низкорослое, круглоголовое, с низким лицом. Пижемский, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ. Из скупых описаний русских времен смуты можно увидеть, как изменился средний внешний облик населения. Если ранние славяне описывались как высокие, как пальмы, с красноватой кожей и цветом волос,
не слишком светлым, как у франков, и не слишком темным, как у греков, то новое население приобрело иные черты. Дородные фигуры, крупное тело, чистые рыжие волосы при светлых глазах, рост большой, но не слишком, так описываются жители Московского царства. Можно увидеть больше сходства с финскими типами внешности, нежели более ранними у славян, как результат неизбежной метисации. Кроме того, нередкие смешения с тюркскими народами, имевшими более высокий статус из-за вассальной зависимости от Орды. Средний черепной указатель 73,5 был свойственен черепа из славянских курганов XI и XII веков, кремлевские черепа XV и XVI веков достигли 79,6. От этой точки происходило постоянное увеличение до среднего значения 81 для самого позднего черепного материала. Это изменение формы черепа параллельно, но не идентично тому, что мы уже наблюдали у славян в Богемии. Несомненно, что этот брахицефализирующий агент был в целом не альпийским, в западноевропейском смысле, а отдельно развившимся и зачаточно, или частично монголоидным производным населения Верхнего Палеолита. Карлтон Кун. Похожий процесс нарастал и далее. Присоединение Сибири, Поволжья, Дальнего Востока открыло ворота неизбежной метисации и появлению смешанных типов, которые еще более размывали исходный. Тем не менее, в относительно глухих местах, не подверженных постоянной смене населения, можно обнаружить все те же исходные типы русского населения, ведущего родословную от ранних славян. Так как же отличить русского от других славян и иных народов России? Судя по усредненным данным антропологов, картина будет следующая. Типичный русский, безусловно, имеет русые волосы, тяготея к темным и каштановым оттенкам. Он всегда имеет светлые глаза, от голубых до серых и зеленых. Отклонения в сторону белокурых оттенков дают повод подозревать финскую составляющую, а темных – в сторону народов степей. Он достаточно высок, имеет среднее сложение между массивными германцами и относительно грацильными балтами. Но как один из базовых типов русских, восточный нордит, он может быть и крайне астеничным, то есть иметь тонкие, легкие кости скелета. Большая массивность тела характерна для русских севера, где высокая доля смешения с финнами, а также в зоне контактов с народами Балтии. Вопреки мифу о курносости, типичный русский имеет прямой, крупный нос средней ширины. Тонкие и крупные носы скорее характерны для имеющих германские корни, короткие и широкие, а также курносые, финские признаки. Форма лица овальная, без резких переходов. Круглое лицо также соотносится с финским населением, резкие квадратные контуры больше характерны для германских народов. Ширина лица – еще один маркер типичного русского. Этот показатель – один из максимальных для Северной Европы. Ширина лица очень высокая, меньше, чем у монголоидных народов, но более широкая, чем у германцев и тем более балтов. Цвет кожи белый, с небольшим пепельным оттенком. Не характерны молочно-розовая кожа или смуглые варианты. В целом, русские довольно однородный народ в антропологическом типе. Нет огромных различий, как, например, у северных и южных немцев или французов из Гасконии и Нормандии. И славяне отличаются скуловым диаметром и головным указателем. Относительная широколицость, локализующаяся в центре Европы, проявляется в комбинации с длинноголовостью на севере, с более высоким черепным указателем на юге. В итоге средняя или длинная голова и большая ширина лица всегда является маркером славян. Именно так европейцы узнают русских, даже если тот пепельный высокий блондин в Скандинавии. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.